Вы когда-нибудь задумывались, какие секреты может хранить высохшая река? Оказывается, когда воды реки Иордан отступили, на ее дне обнаружилось нечто совершенно неожиданное и удивительное. Сегодня вы узнаете о невероятных артефактах, которые веками скрывались под водой этой священной реки. Это история, которая заставит вас пересмотреть все, что вы знали о прошлом. Давайте погрузимся в эти захватывающие открытия. Проклятая табличка. Археологам удалось найти возле реки Иордан так называемую табличку проклятий, возраст которой составляет около 3200 лет. На ней, предположительно, выгравировано одно из самых древних упоминаний имени Бога. Исследователи считают, что этот артефакт мог использоваться для наложения заклинаний на людей. Если возраст находки подтвердится, она окажется почти на 2000 лет древнее предыдущего подобного открытия. Стелы Меша, датированные 840 годом до нашей эры. На табличке вырезано 48 символов, образующих фразу «Проклят, проклят, проклят, проклят Богом Яхве. Ты умрешь проклятым. Проклятым ты точно умрешь. Проклят Яхве, проклят, проклят, проклят». Эта находка была сделана в 2019 году на горе Гевал, известной своим значением в Библии. Эта гора находится на западном берегу реки Иордан и известна тем, что именно здесь Моисей перевел людей из Древнего Египта в Палестину. Этот артефакт выполнен из тонкой полоски свинца, сложенной пополам, и размером с почтовую марку. Если бы ее раскрыли, она могла бы выглядеть как миниатюрная брошюра. Однако ученые решили не раскрывать табличку, чтобы избежать возможного повреждения столь ценного исторического предмета. Судя по всему, автор надписи наносил символы в различных направлениях, вероятно, повторяя проклятия, основанные на словах из Священного Писания. «Кто проливает кровь человека, того кровь прольют люди». Медные свитки. 20 марта 1953 года на западном берегу реки Иордан в районе израильского поселения Калия в одной из пещер были найдены два необычных свитка. Уникальность находки состояла в том, что оба свитка были изготовлены из меди. Поскольку разворачивание свитков могло привести к их разрушению, они оставались практически неизученными вплоть до 1955 года. Тогда профессор Манчестерского технологического колледжа Райт Бейкер разработал специальное устройство, позволявшее аккуратно разрезать свитки, минимизируя возможные повреждения. Когда один свиток был разрезан на отдельные пластины, стало ясно, что он написан на древнееврейском языке и датируется II веком нашей эры. В тексте упоминаются различные населенные пункты и приводятся указания мест, где предположительно скрыты огромные сокровища. До сих пор не существует подтверждений тому, что кто-то нашел клад, следуя данным из свитка. Некоторые исследователи полагают, что этот документ может быть всего лишь фольклорным произведением, своего рода сказанием той эпохи. Тем не менее, наиболее распространенной версией остается предположение, что медный свиток представляет собой перечень ценностей, переданных на хранение в храм. Подтверждением этой теории служит тот факт, что британский археолог Джон Марко Аллегро организовал экспедицию в те места, которые указаны в свитке. Во время своих поисков он действительно обнаружил пустующие тайники, соответствующие описаниям в документе. До сегодняшнего дня загадка медных свитков продолжает привлекать внимание любителей приключений и исследователей древних тайн. Каменные шары. В 1959 году антропологи в долине реки Иордан, расположенной в северном округе Израиля, обнаружили стоянку предков современных людей эпохи плейстоцена у Бейдии, которая датируется примерно 1 миллион 400 лет назад. Ученые предполагают, что на этой территории обитали представители вида Homo erectus, или человека прямоходящего. Однако, скорее всего, это место служило временным лагерем на пути миграции из Африки в Евразию. Среди множества артефактов, найденных на стоянке, оказались каменные сферы. Изучив следы на камнях, исследователи смогли реконструировать последовательность ударов, благодаря которым сформировалась сферическая форма. Эти результаты были опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Ученые объясняют, что камни изначально обладали округлой формой, которую затем вручную доводили до совершенства с помощью специальных техник обработки. Это требовало от древнего мастера высокого уровня мастерства и четкого понимания конечного результата. Данная находка свидетельствует о том,
что Homo erectus уже обладали знаниями о геометрических формах и симметрии, которые стремились воплотить в своих изделиях из камня. Библейский исход евреев из Египта. В 2018 году археологи сделали важное открытие вблизи реки Иордан, которое может оказаться первым научным подтверждением библейского исхода евреев из Египта. Книга «Исход», являющаяся второй книгой Ветхого Завета, давно вызывает споры среди ученых относительно своей исторической достоверности. Ведь многие специалисты ставят под сомнение реальность переселения древних израильтян из Египта в землю обетованную. Во время археологических исследований в долине реки Иордан, неподалеку от Хирбет-аль-Мастараха, были обнаружены исторические артефакты, способные пролить свет на этот вопрос. Найденные остатки жилищ, фрагменты керамики и другие предметы, относящиеся к стоянкам кочевых племен, указывали на возможность того, что это могли быть евреи-переселенцы, пришедшие из Египта. Место обнаружения находится приблизительно в 8 километрах севернее Иерихона. Здесь были обнаружены руины каменных стен, построенных ориентировочно в XIII веке до нашей эры, что соответствует традиционному представлению о периоде исхода. Найденные останки стоянок могут служить доказательством правдивости библейских рассказов. Хотя пока не собрано достаточного количества твердых доказательств, подтверждающих связь стоянок с появлением первых израильтян, такая вероятность все же существует. Дальнейшие раскопки помогут уточнить эти данные и, возможно, подтвердить, что эти переселенцы действительно были первыми израильтянами, пришедшими в эти земли с востока через реку Иордан и обосновавшимися в землях Израиля. Тем не менее, внутри стен стоянок не обнаружено значимых артефактов, которые бы подтвердили ни их точную датировку, ни принадлежность к ранним израильским племенам. Многие независимые эксперты признают, что обнаружен древний кочевой лагерь, но выражают сомнения в связи этого лагеря с библейскими событиями. За последние тысячелетия тысячи кочевых народов строили свои стоянки по всей территории современного Израиля, поэтому маловероятно, что вновь открытый участок был основан под руководством Моисея. Произведение искусства. Команда археологов из Университета Сиднея, Австралия, при раскопках в долине реки Иордан в 2019 году обнаружила множество произведений искусства, которые когда-то украшали царский дворец. Находки были сделаны в Иордании, на месте древнего города Пеллы. Команда австралийских археологов в долине реки Иордан обнаружила исключительные артефакты среди руин большого каменного здания, которое, по их мнению, было дворцом правителя. Мы нашли много прекрасных маленьких изделий из дерева, кости, слоновой кости, фаянса, стекла и металла, рассказал глава экспедиции Стивен Бурк. Изделия были найдены в одной из комнат роскошной резиденции позднего бронзового века. Некоторые из них исключительно высокого художественного качества. По словам Бурка, его команда обнаружила еще несколько комнат в огромном здании Железного века. В них было найдено множество керамических сосудов. Это здание было построено основательно и тоже входило в состав царского дворца. Его размеры составляли 98,5 на 98,5 футов. Анализ показал, что здание было уничтожено пожаром около 800 года до нашей эры, вероятно, в результате атаки врага. Всего же за годы раскопок в этом городе было обнаружено более 45 комнат, многие из которых использовались для хранения масла и зерна, для размещения шлифовальных камней и ткацких станков. Также были раскопаны кухни и монументальный вход. Кроме того, археологи обнаружили массивные каменные террасы и мощные ворота, датированные периодом 3200-2800 годов до нашей эры. Река Иордан. Река Иордан, протекающая между Иорданией и Израилем, имеет огромное значение как географически, так и исторически. Она граничит с несколькими государствами, включая Сирию, Ливан и западный берег реки Иордан, который контролируется Израилем. Иордан впадает в Мертвое море, являющееся самым низко расположенным участком суши на планете. Сама река также занимает уникальное положение, будучи самой низкой по высоте рекой в мире. Ее длина достигает 223 миль. Ширина реки варьируется от 16 до 131 фута, но судоходство по ней невозможно. После прохождения через Тивериадское озеро или Галилейское море река течет через Иорданскую долину, направляясь к Мертвому морю.
Вода в Иордане большую часть года остается мутной из-за глинистого дна и быстрого течения, поднимающего иловые отложения. Прозрачность воды улучшается летом, когда количество посетителей уменьшается, а течение становится спокойнее. В летний и осенний сезоны уровень воды значительно снижается, и в некоторых местах реку можно даже перейти вброд. Экологическая ситуация вокруг реки вызывает серьезную озабоченность. Существует угроза полного обмеления Иордана, и экологи настаивают на принятии срочных мер. Еще одной значительной проблемой является загрязнение реки сточными водами. На конференции ООН по климатическим изменениям в ноябре 2022 года власти Израиля и Иордании взяли на себя обязательство сократить объемы загрязнений, но информация о конкретных мерах пока отсутствует. Название реки связано с различными версиями перевода из семитских языков. Оно может означать «канава-сток», «шуметь», «журчать» или «струиться», «не сходить». В арабском языке река известна как Эль-Урдун, а на иврите – Ха-Ярден. От названия реки происходит наименование государства Иордания и региона западный берег реки Иордан. Религиозное значение реки Иордан. Река Иордан имеет глубокое духовное и культурное значение для народов, живущих вдоль ее берегов. На протяжении веков она олицетворяла жизнь, стабильность и процветание. Более того, река стала важным символом в истории религий – ислама, иудаизма и христианства. В Ветхом и Новом Заветах река Иордан неоднократно упоминается как место великих чудес. Например, согласно ветхозаветным рассказам, воды Иордана расступились перед Иисусом Навином, позволяя народу Израиля войти в землю обетованную после долгих лет скитаний по пустыне. Также через реку посуху перешли пророки Илия и Елисей, совершившие там множество чудес исцелений. Для христиан река Иордан священна. С византийских времен существовало убеждение в целительной силе ее вод. Евангелие повествует, что именно на берегах Иордана Иоанн Креститель проповедовал и крестил Иисуса Христа. Сегодня это место привлекает миллионы паломников, которые приходят сюда, чтобы пройти символическое крещение в тех же водах, где 2 тысячелетия назад крестился сам Спаситель. Засуха и изменение климата на Ближнем Востоке. Изменение климата уже долгое время оказывает значительное влияние на Ближний Восток, и сейчас регион сталкивается с его разрушительными последствиями. Температура в этом регионе поднимается быстрее и выше, чем в большинстве других регионов планеты. Эксперты прогнозируют, что повышение температуры на Ближнем Востоке происходит в 2-7 раз быстрее, чем в среднем по миру. Увеличение температур из-за климатических изменений может привести к снижению количества осадков, что окажет негативное воздействие на водоснабжение и сельское хозяйство. Несмотря на то, что на Ближнем Востоке уже находятся 12 из 17 стран, страдающих от дефицита воды, в ближайшие десятилетия регион может столкнуться с еще более острой нехваткой водных ресурсов. Дефицит воды особенно сильно ударяет по фермерам, которые не могут поливать свои поля и выращивать продукцию без доступа к воде, что ведет к последующим проблемам с продовольствием. По мере исчерпания природных ресурсов страны Ближнего Востока могут вступить в конфликты с соседними государствами из-за борьбы за оставшиеся ресурсы. Уже существующие в регионе конфликты могут обостриться вследствие изменения климата. Так, Турция существенно сократила поставки воды в Ирак по реке Евфрат, поскольку контролирует более 90% водного потока этой реки. Сколько воды потеряла река Иордан? Ежедневное уменьшение объема воды в реке Иордан вызвано не только засухой и изменением климата, но и другими факторами, такими как загрязнение и отвод воды. Последний фактор в значительной степени обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке, включая шестидневную войну между Израилем и Иорданией в 1967 году и гражданскую войну в Сирии, начавшуюся в 2011 году. Будучи естественной границей между западным берегом реки Иордан и Иорданией, река Иордан нередко оказывается вовлеченной в израильско-палестинский конфликт. Противоборствующие стороны иногда используют отвод воды из реки как средство давления друг на друга, пытаясь ограничить доступ противника к жизненно важным ресурсам. Израиль использует около половины общего объема воды из реки, в то время как Сирия и Иордания отводят оставшуюся часть. Этот процесс
приводит к снижению уровня воды и постепенному обмелению реки. Если ранее река ежегодно поставляла в Мертвое море около 46 миллиардов кубических футов, то сегодня этот показатель снизился до 706 7062 кубических футов. Река Иордан в 2024 году. Из-за изменения климата, засухи и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке река Иордан может совсем пересохнуть в 2024 году. Если страны региона продолжат загрязнять воду и отводить ее от соседних государств, уровень воды в реке значительно снизится. Однако реку Иордан можно спасти от высыхания, если конфликт на Ближнем Востоке утихнет. Кроме того, необходимо изменить политику в области экологической стабильности, чтобы учесть влияние изменения климата на водоснабжение в регионе. Хотя будущее Иордана не ясно, он, скорее всего, полностью высохнет в ближайшие несколько лет, если не будут приняты меры по исправлению ситуации. Конечно, в высохшем русле реки учеными находят множество важных артефактов, связанных с жизнью наших предков. Но если это грозит экологической катастрофой, то вряд ли они того стоят. А у меня, друзья, есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Всем пока.